Ванечка родился маленьким и слабым ребенком. Врачи лишь разводили руками на расспросы матери. Кое-как приведя новорожденного в более-менее в приличное состояние, их с мамой поспешили выписать из больницы от греха подальше. В замызганном корпусе сельской больницы, которые отвели для родильниц, и без того хватало проблем. Все и так было на грани закрытия, а смерть ребенка точно бы ускорила этот печальный процесс. Попробуй потом объяснить чиновникам и властям, что не по вине врачей такое случилось. Мать-то у мальчика сама не так давно из пеленок вылезла. За неделю до родов только 18 исполнилось. И откуда они только такие берутся, удивлялись врачи. Едва в чем душонка теплится, а все туда же, рожать ей вздумалось, ворчали нянечки. Однажды соседка по палате, пышнотелая женщина, мать 4, кажется, или уже 5 детей, так прямо и сказала Марусе: «Маруська, купила бы ты себе вон куклу в сельмаге и радовалась, зачем тебе этот ребенок сдался? Отдай его в детский дом и не мучай себя и его». Девушка же слушала их всех и обнимала своего Ванечку и только улыбалась. Но вот какое им всем до нее дело, совершеннолетняя уже. «Хочу рожаю, хочу куклу покупаю», – думала Маруся, и только крепче прижимала своего маленького сыночка, имя которому она уже давно придумала, как у его папы. Маруся была из неблагополучной семьи. Родители любили выпить горячительных напитков. Братьев и сестер у нее было не счесть. Она и сама толком не знала, сколько их было. Маруся бродила с малышом по улицам поселка, совершенно не собираясь возвращаться домой. Да нет, вовсе не потому, что мать не пустит или будет чем-то попрекать. Девушка просто не хотела, чтобы Ванечка рос в такой же семье, где выросла она сама. Да и выживет ли он там, где вечные сквозняки, с крыши течет. Младшие братья постоянно простывшие ходят. Маруся остановилась и посмотрела на часы, и вслух самой себе сказала: а почему бы и нет? В конце концов, шило в мешке не утаишь. Резко развернулась и пошла в другую сторону. В селе, где она жила, родилась и выросла, был придорожный ресторан. Ну как ресторан, это очень громко сказано, скорее придорожное кафе. Там обитали дальнобойщики и кто побогаче из местных, отмечали дни рождения, поминки, юбилеи и свадьбы. Как раз сегодня там и намечалась свадьба. Тот самый Иван женился, в честь которого девушка и назвала своего мальчика. Именно сегодня он собирался жениться на местной диве, Ольге. ЗАГСа в селе не было. Администрация только в райцентре, поэтому по давней традиции глава поселения приходил прямо на торжество, там и расписывал молодоженов. Торжественная обстановка и банкет в одном флаконе. К тому же редко свадьбы в их деревне обходились без главы, который в принципе был просто староста, с определенными полномочиями и большой любитель выпить и закусить. Маруся прибавила шагу. Она знала, что все церемонии начинаются в 12 дня. На часах было уже без 5. Возле кафе стояли машины гостей, играла громкая музыка. Девушка покрепче прижала Ванюшку к себе. Теперь у нее есть опора. Теперь ей нечего бояться. Девушка вошла в зал. За столами сидели гости. Молодые стояли посреди зала. Председатель что-то говорил в микрофон, видимо, все только началось. С появлением незваной гостья музыка утихла. Оратор замолчал. Молодоженные обернулись. «Маруська, что ты здесь делаешь?» – изумленно спросил жених. «Да вот, пришла с сыном тебя поздравить». Маруся повернула ребенка лицом к Ивану. «С сыном? Каким еще сыном?» – еще больше удивлялся жених. «С твоим сыном», – громко сказала девушка. Она стояла посреди зала и чувствовала, как земля уходит из-под ног. Она смотрела в глаза Ивану и не видела вокруг больше ничего. Весь мир просто прекратил свое существование. Казалось, что даже земля прекратила крутиться. Все как тогда, на новогодней дискотеке, когда она случайно встретилась глазами с Иваном и буквально утонула в них. Их роман закрутился молниеносно, и ко дню Святого Валентина Маруся уже понимала, что ждет ребенка. 8 марта она была уже уверена и решила поскорее сообщить любимому такую новость. Вот только любимый не пришел. Потом они поссорились и расстались, и Маруся решила промолчать.
Она прекрасно понимала, что не пара видному и красивому Ивану. Он молодой специалист, лесник, с машиной, с должностью, а она кто? Малолетка из многодетной и пьющей семьи. Но теперь у нее был Ванюшка. В роддоме, впервые прижав к себе этот маленький комочек, она поняла, что не имеет права теперь думать только о себе. Теперь она зубами загрызет любого и сделает все, что угодно для своего ребенка. «А почему ты раньше ничего не сказала? Ты почему пропала?» Накинулся Иван на Марусю с расспросами. «Милый, а что здесь вообще происходит? Мы жениться будем или нет?» Вмешалась невеста, брезгливо поглядывая на Марусю с ребенком. «Да погоди ты, видишь тут такое?» Не глядя на Ольгу, отмахнулся от нее Иван. «Ваня, подумаешь, ребенок, я тебе таких хоть десяток нарожаю!» Крикнула невеста. «Прости, Оля, мне твоих не надо», — сказал жених, а гости ахнули. Иван сгреб в охапку Марусю, и пара вышла из кафе. Он посадил ее с ребенком в машину, и они уехали. После такого оставаться жить в поселке было просто смертельно опасно. Бросив невесту практически у алтаря, Иван нажил себе немало врагов. Хорошо еще, что эта Ольга не была родней председателя, а то бы и с работы поперли пинком под зад. Иван и Маруся переехали на заимку лесничества. Там они зажили тихой, семейной жизнью. Она не спрашивала его, как он жил последний год, а чего спрашивать, она и так все знала. Не упускала его из вида ни на минутку. А все его попытки расспросить ее, как жила она, Маруся тут же пресекала. Не хотелось ей рассказывать Ивану о своей неблагополучной семье, о скандалах, о пьяной матери, недоедании и обо всем. Да и вообще, какая разница, как она жила. Сам же ее выбрал. Мог спокойно продолжить себе жениться дальше, попросил бы охрану вывести ее из зала. Так нет же, сам бросил свою фифу. Так они и жили. Завели коз, корову, кур и гусей. Маруся нарадоваться не могла. На козьем молоке Ванюшка-младший вроде как и расти даже лучше начал. Она, конечно, очень уставала с таким хозяйством и с ребенком маленьким, но лучше она не доспит, но у нее будет все сделано. Уж очень Марусе не хотелось упасть в грязь лицом перед Иваном. Иногда она думала, вот почему ее родители не могли так же. Не беленькую покупать, а залатать крышу, завести коз, и дети сыты были, и у самих времени не хватало на глупости, а уж если со временем и коровы обзавелись, да курями, то семья вообще не знала ни голода, ни слез. Странно это все, думала Маруся, наверное, родители их не очень любили, раз не старались. Хорошо, что у нее есть два Ванечки, которых она любит, и которые любят ее. Все бы ничего, да вот только Ванюшка маленький почему-то стал болеть. Видимо, правы были врачи, что не жилец мальчишка. Ни свежий воздух, ни травы, ни молоко ничего не помогало мальчику. В деревне бабы судачили, что это Маруське наказание Божье. Родила в грехе и до сих пор в грехе живет. Ванька то так и не женился на ней. Увез на заимку и живут как не люди. А тут еще по ночам стал из лесу страшный, волчий вой доноситься. Маруся сжималась и внутри, и снаружи. Ну, а как волки нападу, притеняют, но не идут на заимку. Понятно, что в дом они не полезут, а вот скотины столько. Перегрызут всех, что опять с нуля все поднимать. Когда ей возиться с хозяйством, если Ванечка болеет не переставая. А если любимый не выдержит всего этого, повернется и уйдет к той красотке. Поговаривают, что она до сих пор льет слезы. Маруся чуть с ума не сошла, гоняя все эти мысли в голове. А тут еще волчий вой тоску наводит. Иван сказал, что если это не прекратится, пойдет на охоту и выследит ночного бунтаря. Наутро Маруся выглянула в окно и обомлела. Прямо перед домом сидела волчица, а перед ней лежал волчонок. Странно, но малыш совсем не двигался. Иван, увидев перепуганное лицо любимой, тоже посмотрел в окно. Схватил ружье и выбежал на крыльцо. Маруся сообразила, что раз волчица принесла своего детеныша к ним, то наверняка она пришла за помощью. Девушка побежала вслед за мужем. Иван целился в хищницу, но та не уходила. С мольбой смотрела на людей, толкая носом своего волчонка. Маруся молнией метнулась и встала между Иваном и зверем. «Уйди, дура, это же волк, она нам всю скотину перетаскает»,
кричал на Марусю Иван. Его аж трясло в бессильной злобе. «Не уйду, ты, что не видишь, им помощь нужна», – тихим голосом ответила Маруся. Мужчина отпустил ружье, плюнул и пошел собираться в лес. «Ольгу свою будешь дурой называть», – тихо сказала Маруся, занося волчонка в дом. «Лучше бы сына лечила, а не с этим возилась», – ответил Иван и тяжело хлопнул дверью, ушел. Волчонок действительно был очень слаб. Маруся пыталась его отпоить молоком и яйцами, но у него ничего не задерживалось. Малыша нещадно полоскала, у него явно была какая-то кишечная инфекция. Маруся уложила сына спать, а сама отправилась в поселок за лекарствами. Когда девушка вернулась домой, ни мужа, ни сына дома не было. Только волчонок лежал в своей корзинке и тяжело дышал. Она решила, что сына забрал Иван-старший и стала заниматься щенком. К вечеру Иван вернулся, вроде успокоился. «А где Ванечка?» – спросила Маруся, и чашка выпала у нее из рук, напугав волчонка. «Как где? Ты о чем?» – не понимал Иван. Они молча смотрели друг на друга и не понимали, что происходит. Потом Маруся стала рыдать, как зверь. Она не могла и слова вымолвить. Кто мог украсть его сына? Ну только кто-то из поселка. Наверное, Ольга, в отместку. Иван приказал сидеть дома, а сам отправился на поиски. Маруся продолжила возиться с волчонком, прижимая его к себе, как когда-то прижимала сыночка, когда вышла с ним из роддома. Все правда, во всем люди правы. Сама родилась в грехе, жила в грехе, так же родила и так же продолжаю жить в грехе. Снова вернулось то ощущение безысходности и мрака, которое сопровождало ее всю жизнь. Маруся, как лунатик, делала дела по дому. Только необходимость заботиться о волчонке тонкой ниточкой связывала ее с этой жизнью. Через сутки вернулся Иван. В поселке никто не виноват. Там никто ничего не знает. Мы с милицией всех прошерстили, сухо, сказал он. Надо искать в лесу. Говорил, тебе волчицу надо бы пристрелить. Скорее всего, она стащила сына. Маруся покосилась на волчонка и взяла его к себе, на всякий случай, чтобы муж в сердцах с ним не расправился. Даже если и так Иванечка у волчицы, то она сердцем чувствовала, что с ним все в порядке. Маруся продолжала ухаживать за маленьким зверем. Мужа не было 3 суток. Теперь он рыскал по лесу сам, как матерый хищник в поисках своего ребенка. Волчонок быстро поправлялся. Антибиотики и усиленное питание сделали свое дело, и он уже был заметнее подвижен. Дверь неожиданно распахнулась, и на пороге стоял Алексей. В руках он держал сынишку, а позади них стояла волчица. Она заглядывала в дом. Волчица пришла за своим сыном, взамен которого брала человеческого детеныша. Иван рассказал, что на исходе 3-го дня все-таки нашел волчье логово, совсем недалеко отсюда. Зря я болтался столько времени в лесу. Когда увидел, как волчица кормит сына своим молоком, то все понял. Она принесла на извлечение к людям свое последнее дитё. Все ее щенки погибли от болезней, вот поэтому она и выла по ночам. Пела прощальную песню своим деткам. Что уж там делала волчица с Ванюшей, неизвестно. Только мальчик с тех пор больше никогда ничем не болел. Волчицу с волчонком они с тех пор часто встречали в лесу. Ни один куренок или ягненок не пропал из хозяйства пары. Волки, наоборот, как будто оберегали их семью. Вскоре после той истории Ваня и Маруся поженились. Позже у них еще родились дети. Вот такая удивительная история. А вам, дорогие зрители, спасибо, что дослушали до конца.